Ранним утром 27 апреля 2006 года в уютном доме в небольшом городке в Мичигане зазвонил телефон. Когда хозяйка дома ответила на звонок, то, что она услышала, выбило почву из-под ее ног и разрушило ее прежнюю жизнь. Но тот разговор был ничем по сравнению со вторым телефонным звонком, на который ей еще предстоит ответить 5 недель спустя. В среду 26 апреля 2006 года красивая, общительная 18-летняя студентка Уитни Сейрак шла по кампусу на лекции. Уитни была первокурсницей в университете Тейлор, расположенном в Апленде, Индиана. В том же вузе когда-то учились ее родители, а теперь Уитни и ее старшая сестра. На самом деле девушка хотела выбрать другой вуз, но родители заявили ей, если она поступит в христианский университет, они покроют 2/3 расходов на обучение. Если пойдет учиться в нерелигиозное учебное заведение, не заплатят за обучение вовсе. Учитывая стоимость высшего образования, выбор девушки был очевиден. Пока Уитни шла по кампусу, лавируя между группами других студентов, она внезапно разнервничалась, потому что осознала, что неумолимо приближается конец учебного года. И хотя она была рада вернуться домой на летние каникулы в небольшой городок Гейлорд в Мичигане, где жили ее родители, она была расстроена, потому что ей придется попрощаться с новыми друзьями, которых она не увидит до осени. Уитни нашла много новых друзей в первый год обучения. По большей части они были первокурсниками, как и она сама. Но было и несколько друзей постарше, потому что Уитни довольно быстро выяснила, что они были такими же дружелюбными, как и первокурсники, но уже испытали на себе многие подводные камни обучения, и если попросить у них совет, будут рады помочь. Поэтому всякий раз, как у Уитни была возможность пообщаться со студентами постарше, она ею пользовалась, полагая, что может узнать что-то полезное. Как раз в то утро, когда девушка шла на лекции, она увидела объявление, призывавшее студентов стать волонтерами и помочь украсить банкетный зал для торжества в честь нового президента вуза. Подойдя ближе, Уитни выяснила, что большинство студентов, записавшихся волонтерами, были старше нее. Услышав это, она написала и свое имя. Оставшаяся часть дня прошла для студентки совершенно как обычно. Она училась, общалась с друзьями и, наконец, вечером вернулась в комнату общежития, где спокойно легла спать. Конечно, когда она положила голову на подушку в ту ночь, она никак не могла знать, что всего 24 часа отделяли ее от событий, которые навсегда изменят ее жизнь. На следующее утро, подойдя к месту встречи волонтеров на парковке, девушка увидела группу студентов, стоящих возле университетского фургона. Она не была с ними знакома, но уверенно поздоровалась, представилась, и так как она была последней, кого они ждали, все сели в фургон. Машина плавно двинулась по трассе 69 на север в Форт Уэйн. Именно там, в часе езды от них, находился банкетный зал, в котором и было запланировано мероприятие. У Уитни быстро завязался разговор с 22-летней Лорой Ван Райн, сидевшей рядом с ней. Уитни и Лора не были знакомы, но так походили друг на друга, что другой студент поинтересовался, не родственницы ли они. Обе красивые, высокие, стройные блондинки, они были похожи не только внешне. Разговорившись, девушки выяснили, что выросли в небольших городах Мичигана. Лора приехала учиться из Каледонии в 2 часах южнее Гейлорда, родного города Уитни. Также обе были младшими дочерьми очень религиозных родителей и активно занимались спортом, играя в волейбол, баскетбол, футбол и увлекаясь бегом. Когда фургон остановился, студенты зашли в банкетный зал, который им предстояло подготовить к торжеству. Следующие несколько часов они расставляли столы, стулья, раскладывали столовые приборы, и все это время Лора и Уитни держались вместе, поддерживая дружеский разговор. Наконец, около 7 часов вечера волонтеры решили, что их работа выполнена. Они снова расселись по своим местам в фургоне, и машина двинулась обратно на юг. Первые несколько минут поездки Лора и Уитни продолжали весело болтать, но вскоре, как и остальные ребята, почувствовали усталость от работы. Они притихли, задумчиво глядя в окно на проносящийся мимо пейзаж.
Примерно через полчаса, когда фургон уже находился в нескольких километрах от кампуса, салон автомобиля высветил яркий луч света. Он быстро нарастал, отражаясь от лиц сидевших в машине людей, и в считанные секунды весь салон был ярко освещен. Кто-то в ужасе закричал, после чего наступила полная тишина. В течение минут на номер 911 поступили десятки звонков от взволнованных автомобилистов, ехавших по трассе 69, сообщавших, что произошло что-то ужасное. Когда сотрудники служб спасения приехали на место происшествия, они готовились к худшему, но все равно были шокированы увиденным. Повсюду лежали обломки металла, осколки стекла и тела. Тот свет, который внезапно заполнил салон фургона, был светом фар полностью загруженного грузовика, которым управлял Роберт Спенсер. Водитель фуры ехал по шоссе на север, когда заснул за рулем. Грузовик съехал с дороги на травяной газон разделительной полосы, но не остановился на этом, а выехал на дорогу и врезался в фургон со студентами, двигавшийся на юг. Когда грузовик ударил фургон, он буквально оторвал заднюю его часть и заставил фургон бешено вращаться. Так как половины машины уже просто не существовало, студентов выбросило из нее и разбросало в разные стороны. Когда прибыли службы спасения, они обнаружили Роберта все еще в его грузовике, он был жив. А вот 5 из 9 человек, находившихся в фургоне, уже нельзя было помочь. Через несколько часов мать Уитни в Гейлорде услышала звонок телефона. Мужа не было дома, потому что он с церковью отстраивал дома после разрушительного удара урагана Катрина. На другом конце телефона был коронер, который сообщил женщине, что ее дочь попала в ужасную аварию и погибла. В то же время в 2 часах езды южнее Гейлорда в Каледонии семье Вейнрайн тоже пришлось ответить на поздний звонок. Но им сообщили, что хотя Лора попала в ту же аварию, она выжила и находится в критическом состоянии. Родители девушки приехали в больницу под утро, следом за ними появился ее бойфренд Аарон. В холле их уже ждали однокурсники Лоры. Девушка лежала на больничной койке, вся опухшая, в бинтах, бандаже на шее и в коме. Семье сообщили, что у Лоры сломаны ребра, ключица, локоть и нога. Но страшнее всего травма мозга. Хотя пациентку удалось стабилизировать, неизвестно, выйдет ли она когда-нибудь из комы. А даже если выйдет, ее мозг сильно пострадал, что, вероятно, отразится на ее способности жить без посторонней помощи. Понимая, что в лучшем случае это будет очень длинный путь к выздоровлению, семья Лоры решила перевести ее в реабилитационный центр, который специализируется на травмах мозга. Мать и сестра Уитни тоже приехали в больницу. Они находились буквально в 2 шагах от тела, но коронер заверил их, что опознания не требуется, и даже отговорил их заходить в морг. Кроме того, женщинам передали сумочку Уитни, которая была грязной, полной сломанных вещей, и от нее шел непередаваемый запах топлива. Сумочку нашли возле тела девушки, и женщины понимали, что оно будет в таком же ужасном состоянии или даже хуже. Поэтому не смогли заставить себя посмотреть на него, так как не хотели помнить Уитни такой. Они просто перевезли тело дочери в их родной город. Прощание с Уитни совпало с ее 19-м днем рождения, и родные решили показать подборку видео ее предыдущих дней рождения. Попрощаться с ней пришли больше 1000 человек, то есть примерно половина всего городка. На следующий день ее похоронили в закрытом гробу. В то же самое время родные Лоры, которые по очереди сидели в палате девушки, услышали невероятную новость. Основываясь на сканировании мозга, можно было надеяться на то, что Лора выйдет из комы, хотя неясно когда. Следующие несколько недель девушка оставалась в коме, но ее раны постепенно заживали, и все признаки указывали на то, что она поправится. Наконец, во вторник, 16 мая, Лора пришла в себя. Поначалу казалось, что ее мозг работает так, как и положено. Семья не могла в это поверить, это было чудо. Девушка довольно быстро восстанавливалась и уже очень скоро могла двигать руками, ногами и сидеть. Одновременно с этим близкие Лоры узнавали о ней много нового. Ее бойфренд Аарон, с которым она встречалась 3 года и за которого собиралась выйти замуж после окончания вуза, поразился тому, что ее глаза стали намного более глубокого синего цвета, не такими зеленоватыми, как раньше.
А когда у нее случайно приподнялась рубашка, сестра заметила, что у нее появился пирсинг пупка. Зубы девушки тоже выглядели как будто смещенными в одну сторону, но все это казалось таким незначительным. Главным было то, что Лора жива и идет на поправку. Или нет? Вскоре она сделала кое-что, что заставило врачей, ее семью и всех вокруг сомневаться в том, что с ее мозгом все в порядке. 22 мая, спустя неделю после того, как она очнулась от комы, Лора сидела на больничной койке в окружении медиков и родных. Врач вручил девушке карандаш и бумагу и попросил написать свое имя. Лора кивнула, как бы говоря, что поняла задание, взяла карандаш и с трудом, очень медленно начала выводить буквы. Но когда она закончила и врач посмотрел, что она написала, ее каракули не имели никакого смысла. Он попросил девушку сделать это еще раз. Она с еще большей внимательностью начала писать, и снова это было то же самое имя, то же самое неправильное имя. Врачу пришлось признать, что травма мозга Лоры может быть более серьезной, чем он думал, и она принимает себя за кого-то другого. Однако, как все скоро поймут, дело было не в этом. Происходило кое-что гораздо более серьезное. Следующий тревожный звоночек прозвенел, когда Лора заявила отцу, что они фальшивые родители. Его глубоко ранили ее слова, потому что он решил, что она считает их отношение к ней фальшивым, хотя обвинить их в том, что они плохие родители, было невозможно. Но у его жены тоже зародилась мысль, что если Лора на самом деле не Лора. Ее старшей сестре Лизе было чуть проще признать правду, нежели родителям. Поэтому, как-то отвозя сестру в палату после терапии, она остановилась, присела на колени рядом с Лорой и сказала, что гордится ее прогрессом. Затем попросила ответить на один вопрос, как ее зовут, и девушка сказала Уитни. Но им это объяснили, пережившие травму мозга люди иногда путают собственные имена. Поэтому Лиза спросила, как зовут ее родителей, и та ответила Сейрак, Ньюэлл и Колин Сейрак. Лора и Уитни были знакомы слишком коротко, чтобы Лора знала ответ на этот вопрос. Лиза все поняла, но не хотела пугать бедную девушку, сидящую перед ней. Она нашла в себе силы похвалить ее, спокойно отвезти обратно в палату и рассказать обо всем отцу с матерью. Когда отец выяснил, что идентификация его дочери была проведена только визуально, на всю семью обрушилась страшная правда. Лора была мертва уже 5 недель, а у девушки, о которой они заботились все это время, есть родители, и они должны знать, что их дочь жива. В тот ужасный день, 27 апреля, после аварии, службы спасения начали работать на месте происшествия, пытаясь понять, кому еще можно помочь, а кому уже нет. Они нашли на обочине дороги пострадавшую девушку, которая едва держалась за жизнь. Медики подбежали к ней, положили на носилки вместе с сумочкой, валявшейся поблизости, поместили в машину скорой помощи и отправили в больницу. Там врачи просмотрели права, чтобы идентифицировать пострадавшую как Лору Ван Райн, одновременно с чем начали перебинтовывать ее. Когда бинты постепенно снимали, становилось ясно, что авария серьезно отразилась на внешности Лоры. Но ее семья не думала о том, как она выглядит, они были бесконечно рады тому, что она жива. Однако в понедельник, 22 мая, когда Лоре дали бумагу и карандаш и попросили написать ее имя, она не написала Лора, она дважды написала Уитни. Оказалось, произошла чудовищная ошибка, но до этого момента никто о ней не знал. Когда Уитни нашли на обочине дороги, медики решили, что сумочка возле нее принадлежит ей. Они сравнили фото на правах с девушкой и решили, что это одно и то же лицо. Поразительно, но сумочка Уитни в то же самое время приземлилась рядом с Лорой. Спустя неделю после того, как Уитни написала свое имя на бумаге, было официально подтверждено, что это случай ошибочного опознания. И снова в доме семьи Сейрак среди ночи раздался тревожный звонок телефона. Звонил коронер, который попросил мать Уитни позвать кого-то еще, чтобы ей не пришлось выслушать новость одной. Что может быть хуже того, что он уже ей сообщил, подумала бедная женщина. Она позвала дочь, старшую сестру Уитни, Карли, и коронер попытался объяснить им, что Уитни может быть жива. Женщина еще не отошла ото сна, и ей показалось, коронер сказал, что ее дочь похоронили заживо. Но когда она поняла, о чем идет речь, они с дочерью не могли в это поверить.
Карли и вовсе заявила, что это чья-то злая шутка и им даже не стоит сообщать отцу, который снова был в отъезде. Карли припомнила, что одна из близких подруг Уитни навестила Лору в больнице, и она бы ее узнала, значит, это точно розыгрыш. Но ее мать должна была убедиться. Сделав несколько звонков, она выяснила, что все это правда и женщинам нужно приехать в больницу. По пути туда они очень боялись того, что увидят. Как должна выглядеть пациентка, если родители Лоры не смогли понять, что это не она? Но их опасения оказались напрасными. Как только они вошли в палату, сразу поняли, что это Уитни. Чудо для семьи Сирак для близких Лоры оказалось кошмаром. Они не только узнали, что их дочь была мертва уже 5 недель, но и боялись, что родители Уитни их возненавидят за то, что так долго держали их вдали от дочери. Но, конечно же, супруги Сирак понимали, что и сами отчасти привели к такой ситуации. Они не опознали тело Уитни, а семья Лоры поверила в то, что им сообщили. Они сравнивают все подсказки с кусочками пазла, о существовании которого они не догадывались. Обе семьи прекрасно понимали чувства друг друга, через что одни уже прошли, а другим предстояло пройти. Тело Лоры эксгумировали и отправили в Каледонию, чтобы должным образом с ней попрощаться. Что касается Роберта Спенсера, водителя, который привел к инциденту, как выяснилось, он находился за рулем на 9 часов дольше положенного. Он признал свою вину и его приговорили к 4 годам лишения свободы. В целом он провел в тюрьме 2 года. После аварии он поправлялся в той же больнице, что и Уитни, когда все считали ее Лорой. Репортеры пытались натравить родителей Лоры на Роберта, спрашивали, что они скажут ему и как относятся к виновнику аварии. Но семья Лоры была выше этого, они проявили великодушие и даже понимание, и ни одна из 2 семей не подавала судебные иски против него. Штат Индиана изменил процедуру идентификации жертв инцидентов, чтобы гарантировать, что подобное не произойдет вновь. Хотя Лора и Уитни знали друг друга всего несколько часов, общая трагедия навсегда сблизила их семьи. 2 года они отказывались обсуждать произошедшее, уважая чувства и эмоции друг друга, но затем решили написать книгу, в которой описали все события и отношения к ним. Уитни признается, что не помнит само происшествие, только подготовку к банкету и пиццу, которые перекусили волонтеры после работы. Она даже не помнит время, проведенное с семьей Лоры, и ее первое воспоминание было о том, как она очнулась, а рядом находилась ее мама. Медленно, но верно она восстановилась физически и вернулась к обучению в вузе. А через 4 года вышла замуж в той же церкви, где прошли ее похороны. Избранником девушки стал ее давний бойфренд, поддерживавший ее во время выздоровления. Сейчас пара воспитывает 3 детей.